Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Вот этой девочке уже есть свой канал на ютубе. Она помогает маме готовить. Ссылка на этот канал внизу в описании. В этом видео я покажу, как сшить шапочку для юного повара, а в следующем видео мы сошьем фартук. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте комментарии. Для того, чтобы сшить шапочку повара, нам нужен всего один размер – обхват головы. Мы начинаем шить с верхней части шапки. Это просто большой круг с радиусом 27 сантиметров. Делать мы будем это следующим образом. От одного края откладываем радиус 27 сантиметров и проводим линию. И от другого края откладываем те же 27 сантиметров и находим центр нашей окружности. Теперь нам надо нарисовать окружность. Ничего сложного в этом нет. Мы складываем по линии, ткань складываем по линии, которую мы нарисовали. И по центру находим центр, еще раз складываем. Теперь от этого угла мы будем отмерять сантиметровой линией по многим радиусам 27 сантиметров. Соединяем плавной линией все полученные точки, и у нас получилась линия окружности, которую мы вырезаем. Теперь мы будем выкраивать низ шапочки, та часть, которая непосредственно одевается на голову. Эта часть у нас будет состоять из двух прямоугольников 52 на 14 сантиметров и 12 на 14 сантиметров. Нижняя часть, та, которая часть одевается на голову, она сшивная. В этот шов мы будем сшивать завязки, которые будут регулировать объем этой детали конкретно по голове. Одели, завязали, и шапочка ни вверх, ни вниз сидит плотно на голове. Размеры деталей я вам сказала уже с учетом припусков на шов. Теперь мы выкроем два прямоугольника размером 4 сантиметров на 15 и сошьем из них две завязки.
Для того, чтобы колпак красиво смотрелся, вот этот длинный прямоугольник мы должны проклеить дублерином. Делаем это мы следующим образом. У дублерина есть клеевой слой. Вот этим клеевым слоем мы прикладываем к изнаночной стороне нашей детали. После этого мы проглаживаем эти две детали вместе. Таким образом дублерин приклеивается. Только не перепутайте этот слой, он должен быть обязательно прилегать к ткани. Теперь нам надо наметить место пришива нашей завязки. Поскольку деталь у нас будет складываться пополам, вот эту половинку мы еще делим пополам и отмечаем место пришива нашей завязки. Чтобы кончик завязки смотрелся красиво, мы завяжем на кончике узелок. Далее саму завязку мы прикладываем к тому месту, где она должна быть пришита, и прикалываем булавочками. Теперь мы прикладываем по месту вторую часть нашей ободка шапочки. Прикалываем, прострачиваем и обязательно проутюживаем. Теперь мы складываем эту деталь вдоль пополам. И для того, чтобы она не расходилась, можно ее заметать или застрочить по краю. Для того, чтобы сшить верхнюю часть и вот этот ободок, нам нужны контрольные метки. Нам надо разделить ободок на 4 равные части и сделать небольшие надрезы. Вначале складываем пополам, делаем надрезы. Теперь совмещаем эти метки, которые мы уже сделали, и делаем еще 2 метки. Точно так же всю эту окружность верхней части шапочки нам надо разделить на 4 равные части и сделать метки. Вот у нас получились 4 метки на равном расстоянии друг от друга. Наша задача присборить по окружности и пришить к ободку. Совмещаем контрольные метки и эту часть присбарим и пришиваем. Чтобы присобрать, мы ослабляем натяжение верхней нитки, делаем максимальную длину шага, длину стежка и начинаем строчить. Строчим от метки до метки. Так нам будет удобнее собирать. И далее за нить, которая идет снизу машинки от челнока, мы стягиваем нашу строчку, равномерно распределяя сборки. Собираем, стягиваем ниткой до тех пор, пока длина обеих деталей не уравняется. После этого мы скалываем между собой и обязательно сметываем. Сборки мы равномерно распределяем по всей длине детали.
После того, как мы полностью сметали эти две детали вверх и низ, мы прострачиваем, обрабатываем швы. Все, шапочка у нас готова. Вот этими завязочками мы регулируем объем шапочки. Поварская шапочка у нас готова, а в следующем видео мы будем шить фартук к этой шапочке. Не пропустите следующее видео, поэтому подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и обязательно оставляйте свои комментарии.